Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. В сегодняшнем ролике мы расскажем вам о загадочном инциденте, произошедшем в австралийском штате Квинсленд. Хоть это произошло целых 20 лет назад, в этой истории до сих пор больше вопросов, чем ответов. А количество гипотез и слухов не давали покоя любопытным умам на протяжении всего этого времени. Рядом с рекой Коулман в районе Кейп-Йорк жили две конкурирующие рыбацкие семьи. На протяжении поколений две семьи, Уорды и Гейтеры, были основными рыбацкими семьями в этом районе. Они зарабатывали на жизнь тем, что могли достать из моря. Оба грозных рыбацких клана работали в одних и тех же водах залива Карпентария, изобилующего баррамунди, скумбрией, крокодилами и акулами, в ожесточенной семейной войне за территорию, похожей на войну американских Хэтфилдов и Маккоев. Один местный житель недавно упомянул об этом регионе. «Если у вас нет судимостей, то вы не житель залива. Так многие там говорят. Они дерутся с акулами, дерутся с крокодилами, дерутся друг с другом. Если в пабе не было 3 драк за ночь, паб был закрыт. Это действительно похоже на дикий Запад». Жюстин Розенталь, режиссер, лауреат премии Эмми, недавно снявшая новый оригинальный документальный фильм об этой истории, в разговоре с подкастом True Crime Conservations, она отметила, насколько изолированным является этот район и почему это, возможно, сработало в пользу догадок о предполагаемом убийстве. «Здесь царит беззаконие, у всех там есть оружие, а вы находитесь там сами по себе, надеясь на лучшее. С другой стороны, коренное население имеет совсем другое отношение к земле, чем рыбацкие сообщества, которые воюют». Бевин Симмонс не был родом из Кейп-Йорка. Он вырос в региональных пастбищах. Розенталь рассказала, что Бевин никогда по-настоящему не чувствовал себя частью мира Кейп-Йорк, хотя и жил в нем. Бевин Симмонс и Кэти Уорд познакомились в школе. Она забеременела их ребенком и, как сообщается, хотела вернуться к рыбацким корням своей семьи в северной части северного Квинсленда, поэтому пара переехала туда. Кэти была из одной из самых больших рыбацких династий – Уордов. Я бы сказала, что Уорды чуть более порядочные граждане общества, чем Гейтеры. Эти две семьи изначально были очень близки. Дети играли вместе, когда росли. У Гейтеров много детей, и одним из них был Майкл Гейтер, который примерно того же возраста, что и Кэти Уорд, говорит Розенталь. По словам друзей Бевина, он был скорее аутсайдером в обществе и не был полностью принят обоими рыбацкими кланами. К 5 июня 2003 года у Бевина и Кэти уже было 3 детей – Кэти, Брэд и еще один ребенок. Базой Симмонсов являлась Карумба, изолированный пограничный город в более чем 700 километрах от Кернса, где основными доходами являются рыболовство и порт. Карумба имеет репутацию дикого города, где рыбаки и портовые рабочие устраивают вечеринки в то короткое время, которое у них есть между сменами или рейсами. Но жизнь на лодках в заливе потенциально еще более дикая. «Здесь очень изолировано. Никто не смотрит через ваше плечо и не видит, что вы делаете», сказал один мужчина, пожелавший остаться неизвестным. Около 7 утра в четверг, 5 июня 2003 года, Бевин Симмонс и его 10-летний сын Брэд приготовились к такому же дню
как и к любому другому дню в сумасшедшем мире профессиональной рыбалки у отдаленного западного побережья полуострова Кейп-Йорк. Пришло время отправиться на лодке, чтобы проверить сеть от акул у устья реки Колман, примерно в 10 километрах к югу от общины аборигенов Пормпурао, где стоял на якоре семейный траулер Эльдорадо. Обычно Кэти сопровождала своего отца в подобных проверках сетей, но в этот раз она занималась чем-то другим, поэтому 10-летний Брэд заменил ее. Бевин и Брэд спустились в большой шлюпке, в которой были спасательные жилеты, рыболовное снаряжение и многое другое. Сети находились на расстоянии не более 5 километров от берега. В тот день вода была совершенно спокойной. То, что рыбаки называют «стеклянным морем». А это всегда является желанным бонусом для выносливых профессионалов, которые регулярно справляются с самыми суровыми условиями при вытаскивании улова. Кэти и Бевин обычно возвращались в Эльдорадо примерно в одно и то же время, после проверки своих сетей. Но в этот день Бевин опоздал. Сначала Кэти это не волновало. Ее муж недавно удлинил сеть для акул, поэтому она рассудила, что для очистки улова потребуется больше времени. Однако позже она забеспокоилась и обзвонила друзей и знакомых. Но никто не видел Бевина и Брэда. Незадолго до 11 утра она выехала к сетям для акул, но ее мужа и сына не было видно. Позже она совершила вторую поездку, на этот раз встретив Майкла Гейтера и его мать Джоан, членов рыбацкой семьи на мысе. Бевина и Брэда они тоже не видели. Когда отец с сыном так и не вернулись, и их 5-метровой шлюпки нигде не было видно, поднялась тревога. Жена Бевина и мать Брэда, Кэти, начали поиски вместе с Майклом Гейтером. Они искали Бевина и Брэда до 23:00. «Это был один из самых масштабных поисков, которые я когда-либо видел», сказал местный рыбак Брюс Дэйви. «Я был удивлен, что к закату мы их не нашли». В 4 часа утра следующего дня они снова стартовали при поддержке поисково-спасательного персонала и контингента добровольцев. Кэти проверила место с сетями для акул с помощью эхолота, зная, что если бы лодка утонула, то она бы об этом узнала. Но ничего не было обнаружено. Через 4 дня после исчезновения в регион прибыла полиция. За этим последовали большие поиски в воздухе, на суше и на море, чтобы попытаться найти пару. Поиски охватили огромный участок береговой линии и извилистые речные бухты. Однако в последующие дни и недели не было обнаружено никаких улик. Ни тел, ни лодки, ни орудий убийства, ни свидетелей. Учитывая размер лодки и все, что в ней находилось, полиция заявила, что было удивительно и подозрительно, что они не смогли найти какие-либо улики от лодки. Если бы лодка каким-либо образом перевернулась, можно было бы предположить, что какие-то атрибуты всплывут наверх. Также не было никаких следов мотора, масла или топлива лодки. И это очень необычно. Есть свидетельство того, что пара добралась до сетей для акул, чтобы выполнить свою задачу по их очистке. Но работа была сделана только наполовину. Детективы убедились, что что-то произошло на полпути, когда пара очищала сети. Полиция прочесала местность с помощью гидролокатора и обнаружила предметы в безымянном ручье у реки Митчелл. Полицейские водолазы планировали осмотреть их. Вода кишила крокодилами, поэтому за ней планировали наблюдать более 24 часов, прежде чем начнется погружение, а также решили пригласить стрелков. «Мы хотели бы думать, что эти объекты – это лодка пропавших без вести, но мы не можем быть уверены», говорил инспектор полиции Кернса Джон Харрис. Рыбацкое сообщество Карумба пребывало в шоке, особенно в связи с исчезновением мальчика, как сказал один из местных жителей, пожелавший не называть своего имени. «Рыбаки пропадают без вести, и это часть игры, ведь это тяжелое ремесло», – сказал он. «Если они перепрыгнут через борт, запутаются в сетях и утонут – это одно. Но когда в дело вовлечен маленький ребенок, это просто шокирует». 8 июня официальные обыски были приостановлены. Но семья и друзья Бевина и Брэда Симонсонов продолжали искать. Они не верили, что 2 человека и лодка могут бесследно исчезнуть.
А если произошла авария, то почему никаких следов лодки или снаряжения, сложенных на борту? Опытные работники рыбной промышленности и раньше занимались поисками, и они непреклонны в том, что всегда что-то находилось. Они говорят, что всегда есть видимая подсказка к тому, что произошло, если произошла авария. Плавающее весло, нефтяное пятно, бочка с бензином, застрявшая в зарослях. Всегда что-нибудь найдется. В данном же случае ничего не было. 13 июня детективы выполнили ордер на обыск 4 рыболовецких судов в реке Колман и конфисковали ряд предметов, включая банковские записи и топливные баки, наконец признав, что рассматривают исчезновение как подозрительное. В тот же день они объявили в пресс-релизе, что 55-летняя женщина в настоящее время помогает полиции в расследовании исчезновения гражданина Симмонса и его сына. Этой женщиной была Джоан Гейтер. Все рыболовецкие суда, подвергшиеся обыскам, принадлежали семье Гейтер. Это событие породило широко распространенные слухи о том, что Гейтеры подозреваются в двойном убийстве. По крайней мере, по распространенному мнению. 12 декабря, через 6 месяцев после исчезновения Бевина и Брэда Симмонса, полиция предприняла меры, арестовав Майкла и Джоан Гейтер и обвинив каждого из них по 2 пунктам обвинения в убийстве. Через 3 дня Гейтеры предстали перед судом Кернса и были заключены под стражу. Джоан, ее муж Винс, Майкл и его младший брат Винсент-младший держались особняком на борту своих 4 рыбацких судов, редко выбираясь на берег, за исключением случаев, когда они покупали припасы и время от времени заходили в пабы Курумбы. Винс-старший, патриарх семьи, носил железный крюк вместо руки, как в истинном морском стиле. Считалось, что он потерял руку в результате аварии на лодке, а затем несколько часов плавал на ней, чтобы получить медицинскую помощь. 5 февраля 2004 года Майкл и Джоан Гейтер предстали перед предварительными слушаниями в суде Кернса по делу об убийствах Бевина и Брэда Симмонсонов. Суд узнал, что полиция установила подслушивающее устройство в машине Гейтеров и тайно записала 40-часовой разговор между ними и другими. 28 июня, через год после исчезновения Симмонсов, Майкл и Джоан Гейтер появились в суде Пормпурао. Суд заслушал показания родителей Кэти Симмонс, Дэвида и Бет Уорд о том, что Майклу Гейтеру якобы не нравился Бевин Симмонс. Дэвид Уорд сообщил суду, что Гейтер угрожал его зятю и однажды сказал ему, что у Бевина будут неприятности, если он встретит его 1 на 1 в сетях с акулами. Бет Уорд рассказала, что примерно за 18 месяцев до исчезновения Джоан Гейтер сказала ей, что если Кэти когда-нибудь захочет избавиться от Бевина, она должна позвонить Джоан, и лучший способ избавиться от тела – это положить его в сетку для моллюсков. Сын Уордов, Шейн, заявил суду, что Майкл Гейтер был без ума от его сестры Кэти. На следующий день Кэти Симмонс призналась, что с 2002 года она трижды занималась сексом с Майклом Гейтером, в последний раз всего за несколько дней до исчезновения ее мужа и сына. Ведущий следователь сержант Эд Кинбахер объявил, что полиция рассмотрела все варианты, которые могли бы объяснить исчезновение пары, включая несчастный случай, самоубийство или то, что они скрылись по неизвестным причинам. Он заявил, что банковские счета Бевина Симмонса остались нетронутыми. Затем полиция начала полагать, что Джоан Гейтер не излагает всю свою историю как есть. Ходили самые разные слухи. Якобы пропало оружие Гейтеров при обыске, а Джоан и Майкл были на лодке неподалеку во время исчезновения. Друг Бевина рассказывает в документальном фильме, что у него был разговор с Джоан. Он сообщает, что у Джоан есть один из родственников в Папуа-Новой Гвинее, который научился избавляться от тел способами, благодаря которым их никогда не найдут. Слушание по делу возобновилось 5 июля в суде Кернса. Гувернантка Симмонсов Мишель Сондерс сказала адвокату защиты, что Бевин признался ей, что его брак с Кэти распался. Сондерс выразила свое мнение, что не верит, что Кэти Симмонс и Майкл Гейтер были вовлечены в сексуальные отношения.
Но Тони Филипп, бывший повар, нанятый Майклом Гейтером на его лодку «Паладин», позже сообщил, что Гейтер поделился с ним, что влюблен в Кэти, и купил ей дорогие часы и духи. И что однажды Джоан Гейтер сказала ему, что хочет, чтобы Майкл был с Кэти, она была бы ему полезна, так как она была жизнерадостной и полной индивидуальности. Оператор рыболовного чартера Грегори Лесли Бетьюн заявил суду, что был другом Майкла Гейтера и знал его с 1991 года. Он сказал, что во время разговора в июне 2003 года Гейтер сообщил ему, что власти сожгли $1000 на топливо в поисках Бевина и Брэда Симмонсонов. Но после 3 дней исчезновения началось расследование. Я спросил его, сделал ли он это, и он сказал, что нет, пояснил Бетьюн. Он сказал, что с Бевином была перепалка на пристани, которая закончилась парой побоев, но он не убивал его. Он сказал, что намеревался убить его, но не сделал этого. Во время перекрестного допроса, проведенного адвокатом защиты, сержант-детектив Кинбахер сказал: «Кэти Симмонс сообщила нам, что сеть для акул была наполовину очищена от рыбы, как будто Брэда и Бевина прервали в процессе очистки сети». Кинбахер также поведал, что брат Кэти Симмонс, Шейн Уорд, рассказал ему, что во время обыска он был с Майклом Гейтером в небольшом ручье, где Гейтер нашел брезент и другие вещи, сказав: «Не хочу, чтобы здесь летали вертолеты». Кинбахер говорил, что полиция обыскала ручей, но ничего не нашла. 16 сентября судья Джон Лок представил обоих Гейтеров суду. Он сказал, что доказательства состоят из цепочек доказательств, а не звеньев в цепи. Но он не принимал решений по каждой цепочке или конкретной цепочке доказательств и оставлял это на усмотрение присяжных. 10 октября 2005 года в Верховном суде Карнса Джоан и Майкл Гейтер были обвинены в убийстве Бевина и Брэда Симмонсов. Это был уникальный случай в аналах австралийской криминальной истории. Мать и сын обвиняются в убийстве отца и сына. В сенсационном доказательстве суд услышал, что полиция тайно записала на пленку около 40 часов разговора между Майклом Гейтером и его бывшей фактической партнершей Кристин Людеман, а также с его матерью. Записи показывали, что Гейтер обсуждал с Людеман исчезновение Симмонсов и тот факт, что Гейтер был подозреваемым. Людеман должна была быть ключевым свидетелем по делу, но умерла от сердечной недостаточности до суда, успев записать слова: «Тебе это сойдет с рук». Гейтер ответил: «Надеюсь». В другом разговоре Людеман спрашивала: «Зачем ты это сделал? Тебе будет не хватать всего этого, всей твоей свободы. Я не могу понять, как ты мог. Что побудило тебя пойти и сделать это?» Адвокат защиты Джоан Гейтер в своем заключительном слове сказал, что дело против его клиента не поддается логике, а также, что оно основано ни на чем, кроме подозрений. И если бы это не было таким серьезным происшествием, это было бы смехотворно. Адвокат Майкла Гейтера охарактеризовал дело об убийстве против него как поверхностное представление, а мотив, выдвинутый обвинением, как слишком абсурдный. Он спросил суд, каким человеком он должен быть, чтобы убить мальчика, которого он знает, мальчика, которому он покупал подарки, который, по-видимому, является любимым ребенком женщины, которую он хочет себе в жены. После того, как суд над Майклом и Джоан Гейтер закончился, не осталось никаких сомнений в том, что дело было чисто косвенным. Ни известных свидетелей убийства, ни тел, ни орудий убийства, ни лодки. Не было никаких доказательств того, что эти двое были мертвы, а если и были, то не было сведений о причине смерти. Полиция полагала, что это откровенное косвенное дело. Защита в значительной степени полагалась на отсутствие вещественных доказательств, определяя тайно записанные разговоры между Майклом Гейтером и Людеман ничем иным, как отчаянные дискуссии о невиновном человеке, ложно обвиненном в убийстве, и о том, как отвлечь полицию от его спины. 21 октября 2005 года и в следующий понедельник судья Джонс выступила перед присяжными, состоящими из 8 женщин и 4 мужчин.
Джонс сказала, что нет сомнений, что Майкл Гейтер увлекся Кэти, был без ума и хотел быть с ней. И свидетели дали показания об угрозах со стороны Гейтера в адрес Бевин Симмонс. Но, по его словам, защита предположила, что угрозы были просто глупой чепухой, на которую тот не обращал особого внимания. Джонс рассказала о тайно записанных на пленку разговорах между Майклом Гейтером и Людеман, а также его матерью, о том, что было записано, как Гейтер говорил своей матери. «Да, теперь мне дадут 25 лет. Нет, это был не я. О, мы справимся. Они пытаются напугать меня, поэтому я скажу. Да, я сделал это. Но это не значит, что я собираюсь признаться в том, чего не делал. Понимаете?» Джонс завершила свое подведение итогов словами: «Тайно записанные обсуждения не являются окончательным решением ни для одной из сторон. Они должны быть приняты во внимание вместе с другими доказательствами». Жюри удалилось в 11:30 утра. Почти 5 дней спустя, в пятницу 28-го, 12 присяжных вернулись с вердиктом: невиновны ни в убийстве, ни в непредумышленном убийстве. Майкл и Джоан Гейтер были свободны. Кто же тогда убил Бевина и Брэда Симмонса? У следователей полиции нет подозреваемых, но они не закрыли дело. Детектив-сержант Кинбахер сказал, что любые события, происходившие в течение примерно 1,5 часов в акульей сети, имели решающее значение для дела, но остаются неизвестными. Существует единое мнение, которое едино во всех случаях. Когда эту загадку обсуждают рыбаки, живущие на западном побережье полуострова Кейп-Йорк. Рассказывают, что вдоль мутных протоков и заливов района есть многочисленные ямы, многие из них глубиной 15-20 метров, которые полностью проглотят любой тяжелый предмет, опустившийся на илистое дно. Если вы утяжелите лодку и уберете все плавсредства, грязь затянет ее за короткий промежуток времени, и никто ее не найдет, сказал один давний рыбак. Он сказал, что этот район является естественным домом для опасных морских существ, таких как гигантские акулы, бычьи акулы и крокодилы, которые полностью избавляются от тел. «Бевина и Брэда теперь не найти», – сказал он. «Шансы равны нулю». Через 3 года после судебного разбирательства по делу об убийстве рыбак из Карумбы Брайан Даннет, который был близок к Бевину Симмонсу и предположительно угрожал гражданину Гейтеру, был найден застреленным в общественном туалете. Позже полиция установила, что Даннет покончил жизнь самоубийством, а гражданин Гейтер сказал, что в то время он находился в 1000 милях от дома. В последнем повороте вражды между двумя семьями адвокат гражданина Гейтера заявила суду Карнса, что, похоже, семью его клиента обвиняют во всем, что пошло не так на мысе. В ходе перекрестного допроса миссис Симмонс, женщина-шкипер рыбацкой лодки «Эльдорадо», поделилась, что как-то раз обнаружила, что 2 ее лодки исчезли. «Я спустилась и спросила их, имея в виду мистера Гейтера и его брата Винса, где моя чертова лодка?» Полиция утверждала, что здесь могло иметь место быть попытка вымогательства у семьи Симмонс, так как обе лодки позже нашлись брошенными в устье близлежащей реки Чепмен с отсутствующим некоторым оборудованием. Как считает режиссер Жюстин Розенталь, многие люди боялись говорить. В конце концов, это было исключительно косвенное дело без улик и без свидетелей. У Гейтеров такая репутация, им неоднократно предъявляли обвинения. Закона и порядка нет, как отмечает Розенталь. Когда вы доведены до предела своей человечности, на что вы способны? До сих пор самая большая теория о том, почему Бевин и Брэд были убиты, это отношение любовного треугольника между Кэти и Майклом. По словам Розенталь, отношения не продолжились, а Кэти Симмонс потом снова вышла замуж. У Бевина и Майкла был конфликт физического характера в дни, предшествовавшие исчезновению Бевина и Брэда. Конечно, по словам семьи Бевина, он был хорошо осведомлен об их романе, как и все остальные. С тех пор тайна того, что случилось с Бевином и Брэдом, продолжает преследовать крайний север Квинсленда. Люди задаются вопросом,
Можно было бы этого избежать, если бы они сделали что-то раньше. Я думаю, что у всех есть ощущение, что маленький мальчик не должен был стать жертвой. И, возможно, в этом заключается массовое переживание чувства вины, говорит Розенталь. У Кэти Симмонс, которой было 12 лет, когда ее отец и брат бесследно исчезли, на коже вытатуированы слова «Брэд и справедливость». «Я просто хочу знать, что произошло», — сказала она недавно в СМИ. «Я просто хочу знать, где они, где затонула лодка. Просто дайте мне координаты GPS. Все, что у меня есть, это 1 000 000 миль воды, на которую я смотрю, не получая ответов». Полиция надеется, что благодаря подкасту, посвященному делу, документальному фильму и многому другому, новый интерес приведет к ответам. Полиция считает, что за всем этим скрывается мрачная правда. И изолированная община на крайнем севере Квинсленда навсегда изменилась в результате трагедии. В конечном итоге, поиски справедливости продолжаются для семей жертв, которые надеются однажды узнать всю правду о том, что же случилось с Бевином и Брэдом Симмонсом. А вы, друзья, как думаете, куда могли пропасть герои нашей истории вместе с лодкой? Как при таких глобальных и тщательных поисках не было обнаружено ни единого следа пропажи двоих людей? И могла ли тут быть замешана ситуация любовного треугольника? Делитесь своим мнением об этом загадочном деле в комментариях. До встречи! Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.